Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Тема у нас сегодня впервые такая: как не оглядываться в прошлое и жить настоящим. Мари, добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо выглядите. Да, и вы неплохо, Михаил. Спасибо. Живете настоящим? Да, такая любопытная история. Те, кто живет в прошлом, они обычно подвержены депрессии. Те, кто живет в будущем, тревожности, а все здоровенькие живут сегодняшним днем. Ну вот, мы поговорим о том... Знаете, понятно, почему при светлом коммунизме было столько тревоги, да? Да, все ждали, да. Ну вот, тут такая история. У людей же разная совершенно идея жить в прошлом. Женщины могут заморачиваться по поводу того, что они были юны и прекрасны, а сейчас возраст берет свое, и они живут этим прошлым. Какие-то люди, которые заработали в прошлом какие-то деньги, что-то из себя, как они считают, представляли, а теперь уже все не то, они тоже живут в прошлом. Огромный пласт людей в постсоветском пространстве живут советским прошлым. Многие люди в такой депрессивном сознании, они как бы выросли, и они живут в прошлом детства. У них все самое счастливое было в детстве, они все время оглядываются. Это большая проблема. Одно дело, когда такая легкая ностальгия, как говорится, грусть моя светла, а другое дело, когда люди не живут, никуда не двигаются, ничего в жизни не происходит, они просто переживают то, чего нет, и то, что было когда-то. Вот давайте об этом поговорим, если у вас вообще есть такая проблема. Кстати, у нас есть первый человек, который оглядывается. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Алена, мне 22 года. А голос как будто 23, Алена. Вам только 22, на что вы оглядываетесь? Ой, знаете, у меня такая очень странная ситуация, и могу сказать, что мне очень нужна ваша помощь. Смотрите, Михаил, в чем ситуация? Несколько лет я встречалась с молодым человеком, у меня были достаточно странные отношения, странные и невротические, наверное, если говорить вашими словами. Я встречалась и расставалась постоянно. Ну, то есть с одним и тем же человеком. В течение, можно сказать, нескольких, 4-5 лет. Вы знаете, я считаю, это очень постоянство в этом чувствуется большое. Все-таки с одним и тем же. Вот это очень волнует меня, да, что вот в этом постоянство. И сначала это расставания были на неделю, потом... Алена, это все увеличилось. Закрадывается смутные подозрения. Вы уверены, что это тема нашего разговора, то, что вы хотите рассказать? Да, вопрос в следующем. Сейчас мы расстались окончательно. Так. Но несмотря на это, я все время вспоминаю, и постоянно жвачка в голове у меня происходит. Конечно, мне хочется от этого скорее избавиться и перейти в нормальные отношения, хотя на данный момент человека нету, с которым бы я смогла встречаться. Не родился еще тот парень? Что? Я говорю, не родился еще тот парень? Почему его нет? Его нету, скорее всего, потому что я не могу отпустить свои прошлые отношения, в том числе. Этот-то родился, вы этого отпустить не можете. Так. Да, и у него, мне как получилась такая ситуация в последний раз. Мы расстались пару месяцев назад, и мне вроде бы уже стало все равно, но я узнала о появлении у него в жизни новой девушки. И мне стало не все равно. Да? Все, да. Алена, двигайтесь в сторону вопроса. Вопрос в следующем. Как перестать постоянно думать о нем, о его новой девушке, перестать следить за ним? Давайте я вам расскажу. Может быть, прямо после разговора вас хотя бы наполовину отпустят. Во-первых, эта история не про любовь. Почему? Потому что вы стали успокаиваться, а взбодрились вы именно не потому, что соскучились, например, да? Потому что у меня появилась девушка. Что задело ваше самолюбие? Это раз. Два. Вообще, откуда вся эта история? Мы то сходились, то расходились. Вам с ним было плохо, и вы расходились. То есть, когда вы голову свою включаете, вы понимаете, что это отношения для вас неподходящие, и говорите парню «до свидания». Но дело в том, что как при неврозе вам нужны эти эмоции, переживания, страдания, как-то ведет он себя не так, я не знаю. Это все, что он вам давал, из-за чего, собственно, с ним и расходились. Когда он уходил, вы как наркоман без наркотиков оставались, у вас начиналась ломка. Не от того, что вы его безумно любите и скучаете по нему, а от того, что это был тот человек,
который давал вам возможность переживать и страдать, из-за чего, собственно, вы с ним и расходились. И именно это и заставляло вас все время возвращаться обратно. Это первое. Почему я говорю, что вас отпустят? Потому что, когда человек говорит «я не люблю другого», но у меня есть зависимость, ему гораздо легче. Я это уже много раз говорил, я также перестал курить. Когда я, куря 37 лет, сказал, да не люблю я курить, зависимый я. И после этого я перестал курить уже через месяц. И я вам советую сделать с собой то же самое. Перестать играть в любовь, сказать, что это очень невротическая проблема, потому что мне нужны вот эти негативные эмоции, к сожалению. Вот эти переживания и страдания, обиды, унижения, недовольство, вот этим я живу. Ну и последнее. Вишенка на торте. Если бы он не замутил с девушкой, вы бы, может быть, и не вспомнили даже, как его зовут. Это говорит о том, что вам нужен не парень, а вам нужно куда-то деть свою самооценку, потому что он с другой. Вот когда вы это все поймете, будет легче. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, Михаил. У меня такая ситуация. У меня это у кого, боюсь спросить? Меня зовут Юлия. У меня такая ситуация, что мне кажется, что мой мужчина меня ревнует. Ну, не знаю, просто так получается. Ревнует он, окажется вам. Почему вам так кажется? Ну, потому что это мне сейчас не дает покоя. Вот буквально сегодня у нас случилась ситуация, когда человек, я занимаюсь творчеством и делаю проект, он это финансировал. Так. И ему не понравилось, что продюсером проекта указан режиссер, то есть режиссер и продюсер проекта, и в том числе я. Но я объясняю, что продюсер сейчас это человек, который организацией занимается. Вот, его это не устраивает. До этого была ситуация, когда мой друг, когда я очень сильно болела, подарил мне кольцо с рубином. Он сказал, что ему было бы приятно, если бы я это кольцо никогда не носила, или носила, когда он этого не видит. А он-то с вами в каких отношениях, ваш мужчина? Мы живем вместе, он сделал мне предложение. 3 года вот он. А что это за друг, который на фоне жениха дарит кольцо с рубином? Это гей-пара, мои друзья. Они приехали в гости и решили вот так меня поддержать. Мне было вот даже плохо. Геем ревнует? Да. Да вообще. Хорошо, а в чем вопрос, Джулия? Вопрос в том, что я не знаю, я понимаю, что мне тяжело справиться. При этом он говорит, что готов меня отправить к вам на консультацию, но ему туда ходить не нужно, потому что он давно вас слушает, еще со студенчества, и у него все... Буквально вырос на моих песнях. Да. При том, что ему 68. Он вас слышит, причем сейчас мы вот вместе. А может, трубочку возьмет? Да. Да, добрый день, Михаил. Здрасте, как вас зовут? Антон. Антон, во-первых, вы молодец, что взяли трубку. Во-вторых, вы сами понимаете, что вы ревнивый? Или вы считаете, это фантазия вашей девушки, Юли? Я думаю, да, ревнивый. А что вы ожидаете от кольца, подаренного геем? Расскажите мне. Что он поменяет ориентацию и полюбит вашу невесту? Нет, я просто сказал ему, что украшение своей даме дарю я. Почему? Она же не собственность. Она же не елка на Новый год ее наряжает. Вот почему, объясните мне, вы так ревностно относитесь, чтобы какие-то даже друзья не могли ничего от себя? Вы боитесь за что-то? Нет, мне просто хотелось бы самому делать то, что я считаю является моей функцией. Ну, она же не заменяет вас, правильно? Вы же и так много для нее делаете, вы субсидируете ее проекты, правильно? Да, таки да. Вы можете просто сказать, что, я не знаю, но у моей девушки есть тоже своя жизнь, есть какое-то общение, и я к этому спокойно отношусь, или вас это прямо ранит? Нет, наличие жизни ее, конечно, меня не ранит. Вот такие проявления. А что вас еще не устраивает, расскажите. То, что вас напрягает, от чего вам как бы неприятно бывает. Меня напрягает, не знаю, приход домой в 2 часа ночи. Это бы и меня напрягло, я вам честно скажу. Это было 1 раз. Юля. Да, и что? Правда. Это было, когда я прихожу домой, у меня было мероприятие, я предупреждаю своего мужчину, прихожу, он только покурил со своим братом, они ушли разговаривать по мужской разговор, я убираю дома
со стола за ними, там что-то делаю, иду в спальню, моюсь. И потом перед сном выслушиваю лекцию о том, что ему нужна женщина, которая будет его встречать. Я пришла поздно, и он хотел провести со мной время, но ему не удалось. Я говорю, вообще-то, когда я пришла, ты ушел разговаривать по-мужски, мужском разговоре. Смотрите, вы приятные люди оба. Я очень надеюсь, что вы найдете общий язык. Но вы должны понимать, я сейчас вам обоим это хочу сказать. Да. Вот что. Есть у людей разные представления о совместной жизни. Есть люди, которые один требует, чтобы другой был полностью растворен и поглощенным. Понимаете, да? Как это, Чехов душечка. Есть люди, которые вполне вообще автономно живут. В идеале считается, что самые лучшие здоровые отношения — это, представьте себе, два нарисованных круга, да? Которые один входит в другой, при этом есть общее, такой получается у вас, как эта форма такая называется, забыл, эллипс. И еще есть пространство вокруг. То есть два круга, они как бы совмещены, в какой-то части, да? Есть общая плоскость и есть своя жизнь у всех. Плохо, когда люди вообще разъединены, и плохо, когда один круг полностью накладывается на другой. Как сказал я в свое время золотую фразу, если человек один заменяет другому целый мир, значит, своего мира у него просто нет. Вот если у вас получится быть и вместе, и при этом иметь каждому свою жизнь, я думаю, все будет хорошо. Если нет, могут быть проблемы. Потому что у вас могут не совпадать представления о том, как вот ваш парень хочет вот так, он видит вашу, так сказать, дальнейшую семейную жизнь, видите по-другому. И при таком несовпадении могут возникнуть проблемы, и ничего хорошего в этом нету. Но я надеюсь, что вы это преодолеете. Почему? Есть такая история очень интересная. Я сам был таким и более ревнивым вообще. Когда ты понимаешь, что тебя любят, ты, в принципе, вообще не дергаешься. Дело не в том, кто во сколько пришел, кто подарил кольцо. А когда ты понимаешь, что этот человек тебя любит, ты понимаешь, что, в принципе, как бы подляны ждать неоткуда. И спишь спокойно. И только тогда, когда ты не понимаешь, как к тебе относятся, что это за отношения, вот тут вылезает ревность, и ты начинаешь думать, а почему кольцо, а почему не я, что он хотел этим, может быть, он вообще меня хотел этим унизить кольцом? Да нет, конечно. Но для этого надо быть в себе уверенным и уверенным в своем партнере. Михаил, но ведь в эротических отношениях, то есть свой кайф, накал страстей, яркие эмоции. Как не оглядываться в прошлое, пытаясь их вернуть, спрашивает Руслан из Казани. Руслан, как говорится, кто в армии служил, то в цирке не смеется. Я тоже так думал, что в эротических отношениях есть свой кайф. Теперь я так не думаю. Я никогда, а мне уже много лет, не имел нормальных отношений вообще ни с кем. И тоже считал, что чем больше переживаний, тем, это круто. А когда я выздоровел, я понял, что есть совершенно другая жизнь, где все друг друга любят. Ну да, кино не снять, конечно. Сценарий не напишешь, стихи тоже не напишешь. Но это счастливая жизнь, потому что там другие отношения совсем. И просто из-за того, что вы не можете иметь другие отношения в силу вот потребностей в невротических, вы так рассуждаете. Поверьте мне. Это как бы вам объяснить? Вот есть люди, которые, например, пьют, есть люди, которые курят, есть наркоманы. И каждый из них говорит, что вот эти 3 минуты удовольствия я получаю. При этом они забывают сказать, что 3 минуты удовольствия они получают отходняк недельный, я не знаю, белочку, запой, наркотическую ломку, депрессию у всех, у троих и, в принципе, достаточно быструю смерть. Вот это вот такая же психология. Когда люди, им просто хорошо, без допинга, без наркотиков, без сигарет, без алкоголя, там совершенно все по-другому происходит, поверьте на слово. Так как я был по обе стороны баррикад, и курил, и выпивал, а теперь я и не курю, и не пью, ну, не в смысле, могу, конечно, выпить, но без энтузиазма, то я могу сравнить. Я вам хочу сказать, это вообще другая жизнь. Когда тебе просто хорошо, просто так хорошо. Ну что, поехали дальше, Мария? Кто-то висит на проводе, прямо на шее провод. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина, мне 30 лет. Так. Звоню к вам вот с таким вопросом. Я очень часто задумываюсь, переживаю и не хочу больше так. Думаю всегда про свою прошлую жизнь, про свое счастливое детство, про свою счастливую юность,
и так далее. То есть мне кажется, что много было в моей жизни сделано ошибок, которые сейчас повлекли за собой то, что я имею, а точнее не имею. У меня нет семьи, у меня нет детей, я одна, живу в городе Москва, здесь я уже 6 лет, у меня никого нет, и я думаю просто про то, что если бы много чего я не сделала, то сейчас у меня была бы счастливая жизнь. Вот как мне поступить А в что такой вы с собой? ситуации? Вот, во-первых, вы должны понять такую вещь. Как вас зовут еще раз? Меня Екатерина. Екатерина, дорогая моя, вы считаете, что если бы вы не сделали тех поступков, сейчас было бы по-другому. Да, Вопрос, что да, вы такого да. сделали, от чего вы считаете, что сейчас вы одна? Я считаю, что если бы, может быть, в какой-то период времени я вышла замуж за человека, который мне предлагал, даже не любя, выйти за него замуж, может быть, я была бы счастлива. Может быть, и нет, я не знаю. Расскажите, откройте секрет похудения. Как можно, не любя, быть счастливой? Я записываю, только тоже медленно правильно. диктуйте. Но То я есть знаю, что... Такая когда- глупая идея сейчас была, правда? Просто, может быть, да, но я знаю, что, может быть, не для прямого эфира, да, но тем не менее, когда 4 года назад я была с человеком, которого очень сильно любила, и, Так. может быть, люблю до сих пор, поэтому у меня нет отношений, Так. я стояла перед выбором, оставить мне ребенка или нет. И тогда я была очень сильно напугана, почему-то меня никто не поддержал. И, скажем, я сделала аборт, и сейчас я очень об этом жалею, потому что у меня нет никого, а так, я думаю, у меня был бы ребенок, я была бы самой счастливой мамой, потому что я сейчас смотрю со Но вы же слезами на можете глазах. дальше рожать, вы можете взять ребенка из детского дома, у вас полно возможностей быть счастливой. А в этом городе живет с пригородами примерно 15 миллионов человек. Из них примерно 7 миллионов. Это мужчины. Вам даже до смерти со всеми не повстречаться, правда? И вы рассказываете, что я тут одна. Смотрите, как я вижу эту ситуацию. Во-первых, полностью у вас нарушены в голове причинно-следственные связи. Одно не вытекает из другого. Вы не вышли замуж за человека, которого не любили, и когда не выходили, вы точно знали, что вы не хотите выходить замуж. Ничего с тех пор не изменилось. Дальше. Вы забеременели от человека, который никаких предложений, я так понимаю, вам не делал. Не делала, Никаких ни помощи, ни поддержки не давал. Вот тут как раз гораздо больше становится понятно, в чем ваша проблема. Видимо, люди, которые берут на себя ответственность за вас, вам не интересно. А люди, которые кидают вам, вы их любите. Вот из-за этого вы, скорее всего, одна на самом деле, а не из-за того, из чего вы думали. Теперь, вы сделали аборт. Хорошо, сейчас вы об этом сожалеете. Но это же возможность забеременеть или взять ребенка у вас все равно есть, правильно? Ее же никто не отнимал. А также познакомиться с мужчиной тоже никто у вас не забирал эту возможность. Вам надо вот как раз по теме нашей передачи, перестать смотреть, что я сделала не так, и начать жить сегодняшней жизнью. И я считаю, что одна из проблем, почему вы одна, вы проблемная. Люди не хотят отношений с проблемными людьми. Вы живете как раз пережевыванием вот этих вот якобы ошибок. Хотя в тот момент это были не ошибки, а ваши решения. Вы же не считали, что вы прямо в момент того, что вы делали, вы ошибаетесь. У вас было точное понимание, я это делаю потому-то и потому-то, правильно? Да. Более того, если сейчас бы этот человек нарисовался, которого вы прям так любите, вы бы, наверное, так же сделали, потому что он опять ничего не предлагает, правильно? 100%. Ну и последнее, еще одна вишня уже на втором торте. Люди одни не потому, что у них рядом мужчины. Кстати, об этом мы еще будем говорить на некоторых лекциях. А потому, что они неинтересны сами себе. Вы сами себе неинтересны. Я понятно вам объясняю, или вы меня не понимаете? Вполне. Нет, я вас очень хорошо В вашем понимаю, понимании, когда читаю мне- вашу книгу. Да, вам Мне кажется, тоже всё очень кажется, что вот дай мне мужчину, да, дай мне семью, я зажу по-другому. Да ничего не произойдет. Вы как есть одинокий, вам надо эту проблему решать. Переставать быть внутренне одинокой, а не потому, что я без мужчины. Вы, кстати, как я догадываюсь, тем мужчиной, которого вы любили, тоже были одиноки. Именно потому, что вас не поддерживал. Вам эта любовь тоже ничего хорошего не дала. Потому что вы такой человек, у вас такая психика. И вот ее надо менять. Вот девушка одна говорит: вот жалею, когда я была помоложе, я выступала в стрип-клубе и зарабатывала бешеные деньги. А сейчас просто вот с хлеба на воду.
Много это уже возраст взял свое. Целлюлит, грудь повисла, никто обратно в стрип-клуб не зовет. Здравствуйте, Михаил. Оглядываясь на детство, оно прекрасное. Когда, выпивая вина, начинаю грустить по нему. Иногда даже слишком. Понимание того, что его больше не будет, и это приводит к душевному кризису. Вопрос, как не перегибать палку с ностальгией? Кстати, наш постоянный слушатель Дионис из Краснодара. Ну, так как его зовут Дионис, трудно не запомнить. И грустит он по вину, соответственно. Ну, понятно. Кстати, очень тотко, Мария, у меня есть 3 секунды, или лучше я потом? Минуточка. Попробую вложиться в эту минуточку. Смотрите, дорогой Дионис, дело не в ностальгии. Дело в том, что вы не можете вырасти. Был такой великий фильм «Маленький жестяной барабан». Забыл, это гениальный актер, он же потом играл, кстати, Мария, в фильме «Как я обслуживал английского короля». Когда ребенок в 5 лет упал с лестницы специально, чтобы не расти. Но это был фильм про фашизм, неважно. Вам надо повзрослеть. Проблема не в ностальгии, а в том, что вы не можете повзрослеть. Я вам желаю повзрослеть. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, голос прямо по ходу крепнет. Как вас зовут? Я просто не ожидала, поскольку я пытаюсь уйти от радио и от радио не уйти. Услышать, что там говорит, и теперь я просто слышу... Ну, хорошо. А вы выключите радио, и будем говорить по телефону, и все будет я хорошо. Уже поняла, ничего страшного, я уже вас поняла. Меня Лидия зовут, и я хотела вам задать, вот я прислушалась тут случайно, наткнулась на ваши всякие тут передачи. Вот. Хотела задать, у меня такая вот пожизненная проблема, я уже девочка очень взрослая. 76? Ну, почти. Так, почти. Ну, давайте. Чуть-чуть меньше. Вот. 47. Так. Да. Вот как не смешно, я, наверное, еще маленькая, проблема у меня с мамой, поскольку у меня не было таких страшных вещей с родителями, которые вы рассказывали, абсолютно, ни в коем случае. У меня нормальная, совершенно приличная семья, приличные родители, и, в общем-то, но конфликтные были ситуации с детства, там, у папы с мамой, несмотря на то, они оба очень сильные, в общем-то, такие личности, добившиеся многого, в общем, в жизни, как бы, а я у них одна оказалась. Да. Ну, получается, у меня проблема такая, что у меня пожизненная обида. Я, в общем-то, хочу с ней закончить, не могу вот эту перешагнуть. Вот обида у меня на маму, вот я понимаю, что это за что? Дебилизм полный. За что? Ну, за то, что вот... за что? Что вот, получается, она мне не уделяла, как мне казалось, достаточно внимания. Мне было обидно, что я один-единственный ребенок, мне все время казалось, что меня недолюбливает. У меня была обеспеченная семья, мне казалось, что мне там все время меня куда-то вот там тыкали, меня все время она меня с кем-то сравнивала. Мне никогда мне очень хотелось, чтобы меня уважали, считали личностью. А я этого не ощущала, и по сей день я не могу раскрыть рта. Ну, дело в том, что я уже сейчас понимаю, что мама тоже не настолько уверенный человек, как мне это раньше казалось. Вы сказали, по сей день я не могу раскрыть рта. Мама такая же сейчас, как и была в детстве? Нет, она уже не такая, конечно. Она уже а что изменилось? Ее отношение к вам изменилось? Ее тактика изменилась, ее тактика. Ну, тактика, ладно. А по существу она по-другому стала к вам относиться? Наверное, нет. Наверное, нет. О чем это говорит, Лидия? Нет, у нас все осталось так же. Конечно. Вот о чем это вам должно говорить, что вам обида от вас отошла? Не догадываетесь, куда я клоню? Нет. Я вам помогу? Да. У мамы нет выбора, она такая. Все... Она такая, да, это я понимаю, нет выбора. Давайте я попробую еще объяснить. Вы говорите, она не любила меня, или она не так со мной обращалась, или она мне уделяла мало времени. Это все правда. Но правда заключается в том, что она такая. То есть в ее действиях нет ничего личного. Нет такого, что специально единственного ребенка в семье мама вот так с ним себя вела. Почему? Она просто такая. Она такая, я это понимаю. А знаете, на что вы можете обидеться? На что? На себя могу обидеться? Нет, не на себя. Вам обидно, что вы родились именно в этой семье. Это вы можете сколько угодно обижаться. Но это глупость. Вот это правда глупость. Ну как глупость? Это реальность. А дальше все. Обидеться не за что, потому что она вот такая. Знаете, говорит, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Ваша мама по-другому не играет.
Да, это мне понятно. А моя любимая поговорка, знаете, если у бабушки были яйца, это был бы Да, дедушка. это я слышала, да. Вашу поговорку неоднократно. Ну, она народная, она не моя, но мне нравится. Ну, я поняла, но вы любите. Поэтому да. вы должны понять, что вам обидно, потому что, может быть, были бы другие родители, были бы другие отношения. Но конкретно ваши родители, они вот такие. Не потому, что они к вам плохо относятся, они никак не могут по-другому проявлять свои чувства. Это и их проблема тоже. К сожалению, имея ребенка, имея семью, они сами люди не очень счастливые, потому что они никак не могут проявлять свои чувства к ребенку. Они не могут быть счастливыми с ребенком. У них своя перегруженная голова, в которой тоже много тараканов, поэтому они любят вас как могут. Это все, что я могу сказать. Я всегда живу, пишет Татьяна из Москвы, настоящим, после того, как пришла однажды к просветлению. В моей психике просто нет ни прошлого, ни будущего. Спасибо, Михаилу. Но тут не могу не прочитать про себя любимого. Жизнь стала легче и интереснее, с уважением, Юля. Вот поговорили, сразу стало легче и интереснее. Приятно. Подпись брюнетка. На самом деле зовут Мила, 25 лет. Во-первых, Мила пишет: добрый вечер, Михаил, я вас люблю. Только Михаил расслабился, как Мила продолжает. С 20 до 25 лет встречался с молодым человеком. Юля, ну вы решите, или вы меня любите, или вы уже 5 лет встречаетесь с другим. Нет, любить-то можно вас, да, встречаться с другим. Вот да. так оно и бывает в жизни. В этих отношениях, можно сказать, грустила, искала смысл жизни, была зависимость взаимная. А сейчас, жалея об этих годах потерянных, постоянно думаю, что нужно было расстаться раньше. Сейчас ощущение, будто соки все выжил из меня, отношений не хочется, работать не хочется. Мил, вы с этого и начинали, работать не хочется. Как отпустить прошлое, перестать жалеть об этих 5 годах бесполезного встречания? Мил, я готов себя подставить, лишь бы вам было хорошо. Вы 5 лет потратили с 25, правильно? А я потратил 50 лет из 56 на то же самое, на что потратили 5 лет. Но у меня такая психика счастливая, что я об этом не жалею, хотя мне лет даже больше, чем в 2 раза, чем вам. И я выкинул 50 лет на вообще полностью невротическую, нездоровую жизнь. И тем не менее, я даже об этом не думаю. Хотя мне как раз сам Бог велел сидеть с утра до ночи и убиваться. Куда делись все 50 лет, на что вообще они ушли, что это была за жизнь и так далее. Ну, во-первых, все было плохо. А во-вторых, я как раз живу настоящим, поэтому я даже об этом не вспоминаю. Добрый вечер, Михаил. Мой свекор. Дальше свекор написано, знаете, как пишут английскими буквами? Ну, типа I quote. Ну, я догадываюсь, что хотела сказать Ольга. Живет в воспоминаниях. Это может быть просто так написано. С 70-х до 90-х годов. И живет всем, кроме семьи. Мой муж очень обижается на отца, из-за того, что в сознании он никогда не говорит о своих детях, как будто детей не было никогда в жизни отца. Теряются эти отношения. Муж говорил не раз прямо, что ему обидно, да и просто тяжело говорить со свекром, как у медиума на сеансе. Как помочь свекру вернуться в сегодня? Предполагаю, Ольга, что, может быть, ему нужен или психолог, или психоневролог, потому что люди, которые вот так тотально живут в прошлом, это уже, здравствуй, депрессия. Потому что ностальгия-то ностальгия рознь. Одно дело, когда вы... Мария, помните, как это такой был потрясающий фильм Вуди Аллена про эпоху радио и этих фильмов, радиопостановок, как он назывался? «Волшебная роза Каира», где, как там, по-моему, там, я не помню, 30-й, 40-й год, как все люди слушают эти радиоспектакли, они оживают. Вот, одно дело, когда это легкая грусть, а другое дело, когда человек зациклен, и там при советской власти у нас было вот это, а сейчас у нас этого нету, и это 24 часа в сутки. Это уже такая навязчивая фигня. Пурпурная роза Каира. О, спасибо. Вот когда вот говоришь не только с красивым, но и с умным человеком, особенно у которого есть интернет под рукой. Вот это подробность, между прочим. Это незаменимо. Пурпурный, да. Добрый вечер, Михаил. Как перестать есть, когда скучно или грустно? Как принять себя толстой? Нашли у кого спрашивать. Раньше была стройна, чувствовал себя намного увереннее. Евгения из Москвы. Евгения, когда я весил 104 килограмма, я себя вообще чувствовал очень уверенно.
потому что меня было больше. Сейчас во мне только 95, уверенность прямо тает вместе с весом. На самом деле шутки шутками, но у невротиков это проблема. Они передают и заедают тревожность. И там есть несколько вещей, которые вы должны знать, Евгения. Первое – перекос в самом питании. То есть там превалируют углеводы, потому что они являются строителями психики, и они успокаивают нервную систему. Это раз. Второе – все питание переносится с утра на ночь, потому что тревога начинается там с 5-6 вечера и может продолжаться там до 5 утра. И третье, нужен большой объем пищи, чтобы кровь отливала из головы в желудок и создавала ощущение сытости и спокойствия. Значит, понятно, что для того, чтобы перестать все это есть, надо перестать сначала волноваться. Надо понять, из-за чего. Я же не знаю, почему вам скучно и грустно. Как говорил поэт, некому руку подать и некому морду набить. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, Андрей. У меня такая ситуация. Девушка когда нравится, наверное, немножко не по теме. Вот. Да, коротко. И, смотрите, получается, что я к ней проявляю симпатию, да? Так. Она вроде как и не да, и не нет. Вот. Так. И говорит, тебе-то это, надо, говорит, а то, говорит, со мной тебе будет трудно, типа, ты меня не выдержишься, говорит, занята, все такое мало времени буду тебе уделять. Ну, не хочет она общаться, это она вам прямо говорит, так. И в чем проблема? Так я не пойму, то есть, либо она меня сливает, либо... Она вас либо сливает, скорее всего. Мария, как вы думаете, сливает она нашего парня? Ну, я бы поглубже копнула. Ну, копайте, И пожалуйста. желательно с девушкой. А нет, девушки у нас нет наличия. А вас-то что заботит? Так нет, я не понимаю, просто мне как бы либо она так проверяет очень сильно, либо боится чего-то. Кстати, Девушка, есть, конечно, которая- жесткий способ спросить прямо. Ну, вообще, конечно. Вы не пробовали прямо спросить? Это Мария Так предлагает. Но это Спрашивал, очень говорю, жесткий. А она что говорит? Я говорю, у тебя вообще есть ко мне хоть что-то симпатия? Она говорит, ты типа классный, вот, но, говорит, нам, скорее всего, будет с тобой тяжело вместе, ты навряд ли меня выдержишь. Ну, я бы это расценил как, типа, иди отсюда, мальчик. А вы смотрите, как хотите. Проверяет она, дурака валяет, на вшивость проверяет. Какая разница? И она не заинтересована, потому что там, может быть, любые причины. Она, наоборот, обожает вас и боится потерять, поэтому ведет себя очень странным образом. Дистантно так. Но да, Марина набралась-то слов-то каких интернет делает. Какая? Дистантная? Вообще. Не тактильная. Так, Марь, хватит меня добивать. Извините. Короче говоря, неприятный это ответ был, согласитесь. Вам же он не понравился, да? А чего так на ней зациклились? Их, кроме вашей девушки, еще около 4 миллионов. Вам зачем она сдалась? Да, я не знаю, просто что-то понравилось. Понятно. Мне нравятся, да, такие, которым не нравлюсь я. Я понял вас. Хорошо, поехали дальше. Михаил, здравствуйте. Мне 28 лет. Меня зовут Валерия. Дистантная и тактильная. Я выучил два новых слова. Если дистантная, то не тактильная. Ну, понятное дело. Вы говорите, или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну, а Что-то наш одно, слушатель да. тогда не конгруентен. Так, все, поехали дальше. Хороший был слушатель. Мне 28 лет, меня зовут Валерия. Я всю жизнь думала, что у меня нормальная семья и нормальные родители. Теперь я выросла и разграничила, что привыкли, а что нет. С этим я и поняла, что всю жизнь прожила третий лишний в своей семье. Как перестать обижаться на маму, как смочь перестать ненавидеть отца. Слушайте, дорогая Валерия, я же не знаю, что у вас такое третий лишний означает. Вот я помню, брал вторую котлету и слышал сзади голос. Положи ее обратно. Ты же в доме-то не один. Но я никогда не обижался. Я знал, что у меня еще 6 человек, кроме меня. И все есть хотят. А мать одна. И на всех готовить каждый день нереально. Хотел бы задать Лобковскому такой вопрос. Как перестать оглядываться на свою жизнь, вспоминать прошлые годы, детей маленьким, себя молодым, мне 45 лет, я грущу по ушедшему времени, как пенсионерка, не подписавшаяся к тому же. Ну, берите с меня пример. Мне на 10 лет больше, и я не грущу, как пенсионер. Не знаю почему. Вот такое свойство психики, а его раньше не было. Просто вот повезло, как я еще могу сказать. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер еще раз, меня зовут Артемий. Да, Артемий, пожалуйста, говорите. Ну, такая проблема, не знаю, хочу совет, пожалуйста, слышать.
больше года ухаживаю за девушкой, вроде все в порядке, все хорошо, но как-то вот не знаю, что она меня... Какая у нас... Подождите, у нас какая тема вообще сегодня? Проблемные отношения? Нет, это другая радиостанция, видимо. Добрый день. Постоянно откладываю на будущее свои мечты и планы поехать за границу. Потом, после того, как выплачу кредит за машину, новые украшения для жены, как расплачусь с ипотекой, вроде сам не бедствую, боюсь расслабиться, нужно работать. В чем проблема? Илья из Москвы. Вот боитесь вы всего. В этом проблема. Тревожность. Ольга, мне 26 лет, лежу в неврологии, не живу с мамой, но при любом контакте с ней получаю критику. Хочется просто прыгнуть в окно и попросить ее больше мне не звонить. Общаемся минимально. Когда иду на сближение, тут бах, начинается, сценарий повторяется и так далее. Как не реагировать, как... Слушайте, Ольга, идите к психологу и с психологом разбирайте. Если коротко, то надо с мамой общаться так, как вам удобно, пресекая то общение, которое заставляет вас страдать. А если подробно, это надо с психологом. Друзья мои, давайте все-таки по теме говорить. Около года назад я совершила нехороший поступок, который сильно меня напугал. Вот это уже более не менее. Мне было в тот момент плохо, страшно, больно. Сейчас всякие мелочи с повседневной жизни возвращают меня в тот момент, и я это снова переживаю. Как избавиться от этого чувства, как забыть? Анастасия, 21 год, Екатеринбург. Анастасия, надеюсь, вы никого не убили. Девочки обычно пишут про аборт, когда такие вещи. Но, как говорят психологи, надо проработать эту ситуацию, чтобы она изжила из себя в вашем даже не сознании, а в подсознании. Потому что она у вас, видите, автоматически возвращается в голову, когда у вас всякие проблемы возникают. Когда вы ее прорабатываете, то она у вас вообще исчезает. Добрый вечер, меня зовут Айгар, и пишу вам из Риги, Латвия, а то я не знаю, что Рига не в Литве. Обращаюсь с такой проблемой. С женой прожили 7 лет. Расстались по причине того, что не воспринимала меня как партнера, а как брата. Спустя 5 месяцев опять сошлись, вместе опять прожили 2,5 года. Потом она сказала, что не хочет со мной секса и так далее, и так далее. Живем в одной квартире. Видя ее каждый день, отпустить все прошлое просто не удается. Я 2 месяца хожу к психотерапевту, легче не становится. Ну, вопроса нет, поэтому я предложу вам просто поменять психотерапевта. Как простить маму? Сложные отношения с мамой в прошлом. Второй младший ребенок в семье. Мама била, сравнивала, я плохая была. Мама сошла с ума, умерла от рака. С папой они жили плохо, папа пил, тоже умер. Простить маму, мы сегодня об этом Марии говорили, потому что мама такая. Это, конечно, плохо, но она такой человек. Она все, что делают родители, они не то, что нарочно делают. Они как бы запрограммированы быть такими. Это такое свойство психики. Вот замечательная Татьяна Черниговская, приглашали ее, Мария, да, в эфир? Было дело, да? Было дело, интересная женщина. Она сказала, что исследования мозга выявили, что мозг принимает решение на 20 секунд раньше, чем вы формулируете. То есть мы, как люди, как вот биологические существа, в этом смысле абсолютно предсказуемы. Даже непредсказуемые, предсказуемые в своей непредсказуемости. Поэтому наши родители ведут себя, как они могут. Михаил, полгода назад слушал вас, окончив институт без работы и в депрессии. Сейчас довольно сижу на работе и снова с удовольствием слушаю. Спасибо вам за все. Павел из Москвы. Так, как проявлять материнскую любовь и заботу сына 15 лет? Ну, естественно, проявлять. Как вы чувствуете, так и проявляйте. Опять плохой поступок около года назад, он меня напугал. Так. Парни, девушки, парни. Вот, пожалуйста. Я особенно не живу в прошлом, вспоминаю, конечно, приятные моменты, но не более. А вот бывает наоборот. Я заглядываю в будущее в таком ракурсе. Вот сделаю или закончу какой-то период и заживу. Иногда бесит. Ведь жизнь проходит здесь и сейчас. Как с этим бороться? Вот это, кстати, самая большая проблем. Жизнь проходит здесь и сейчас. Бороться надо или с тревожностью, когда вы все время думаете, а что будет завтра. И бороться надо с депрессией, когда вы думаете, что все было вчера, и это больше никогда не повторится. Как бороться? Идти к психологам, заниматься своими проблемами, проговаривать их, прорабатывать их до тех пор, пока они полностью не исчезнут. Почему? Друзья мои, второй жизни не будет. И это лучше прожить счастливо, думая о том, что с вами происходит сегодня.